Сомерсет Моэм. Леди полковника. Все это произошло за 2 или 3 года до начала войны. Супруги Перегрин завтракали. Хотя они были одни, а стол был длинным, они сидели на противоположных его концах. Со стен на них смотрели предки Джорджа Перегрина, написанные модными художниками того времени. Дворецкий принес утреннюю почту. Для полковника было несколько писем, деловые бумаги, газета «Таймс» и небольшая посылка для его жены Иви. Он посмотрел на свои письма, а затем, открыв «Таймс», углубился в чтение. Супруги закончили завтрак и встали из-за стола. Муж заметил, что жена так и не распечатала посылку. «Что это там такое?» — спросил он. «Просто книги. Хочешь, я открою ее для тебя? Если тебе не трудно». Он терпеть не мог резать веревки, поэтому с некоторым трудом развязал узлы. «Но они же все одинаковые», — сказал он, когда развернул посылку. «Зачем, скажи на милость, тебе целых 6 экземпляров одной и той же книги?» Он открыл один из них. Стихи. Затем он посмотрел на титульный лист. «Когда рушатся пирамиды», — прочитал он, автор Элизабет Кэтрин Хэмилтон. Эва Кэтрин Хэмилтон — это было девичье имя его жены. Он посмотрел на нее с улыбкой и удивлением. «Так ты написала книгу, Иви? Ну и скрытная же ты особа. Я не думала, что это тебя сильно заинтересует. Хочешь экземпляр? Ну, ты же знаешь, что поэзия — это не совсем по моей части, но, пожалуй, да, я бы взял 1 экземпляр, почитаю. Унесу к себе в кабинет. У меня сегодня утром уйма дел». Он собрал газету «Таймс», свои письма и книгу и вышел. Его кабинет представлял собой большую и уютную комнату с массивным письменным столом, кожаными креслами и тем, что он называл охотничьими трофеями на стенах. На книжных полках стояли справочники, книги по сельскому хозяйству, садоводству, рыбалке и охоте, а также труды о последней войне, на которой он заслужил военный крест и орден за выдающиеся заслуги. Дело в том, что до женитьбы он служил в Валлийской гвардии. После окончания войны он вышел в отставку и зажил жизнью деревенского джентльмена в просторном доме примерно в 20 милях от Шеффилда, который один из его предков построил еще в царствовании Георга III. У Джорджа Перегрина было поместье площадью около 1500 акров, которым он умело управлял. Он также был мировым судьей и добросовестно исполнял свои обязанности. В разгар сезона он 2 дня в неделю участвовал в псовой охоте. Он был отличным стрелком, заядлым гольфистом, и хотя ему уже перевалило за 50, все еще мог выдержать тяжелую партию в теннис. Он имел полное право называть себя разносторонним спортсменом. В последнее время он немного прибавил в весе, но все еще оставался видным мужчиной. Высокий, с серыми кудрявыми волосами, которые только-только начинали редеть на макушке, с открытым взглядом голубых глаз, правильными чертами лица и здоровым румянцем. Это был общественно активный человек, председатель множества местных организаций и, как и подобало его классу и положению, верный член консервативной партии. Он взял книгу с улыбкой. В гостиной у Иви было полно заумных книг, не из тех, что могли бы его заинтересовать, но раз уж они ее забавляли, он не имел ничего против ее чтения. Он заметил, что в томике, который он сейчас держал в руке, было не более 90 страниц. Это было даже к лучшему. Он разделял мнение Эдгара Аллана По о том, что стихи должны быть короткими.
Но, перелистывая страницы, он заметил, что во многих стихотворениях Иви строчки были длинными, неровными и не рифмовались. Это ему не понравилось. Он вспомнил, как в своей первой школе, когда он был еще маленьким мальчиком, учил наизусть стихотворение, которое начиналось так: «Мальчик стоял на горящей палубе», а позже, в Итоне, другое, начинавшееся со слов «Гибель поглотит тебя», «Безжалостный король», а еще была пьеса «Генрих V», им пришлось проходить ее в течение одного учебного полугодия. Он с ужасом уставился на страницы Иви. «Это не то, что я называю поэзией», — сказал он. К счастью, не все было таким. Вперемешку с фрагментами, которые выглядели так странно, строчкой из 3-4 слов, а затем строчкой из 10-15, попадались маленькие стихотворения, совсем короткие, которые, слава богу, рифмовались, и строчки в них были одинаковой длины. Несколько страниц были заглавлены просто словом «сонет», и из любопытства он сосчитал строчки, их оказалось 14. Он прочитал их. Вроде бы все нормально, но он не совсем понимал, о чем вообще в них речь. Он повторил про себя: «Гибель поглотит тебя, безжалостный король». «Бедная Иви», — вздохнул он. В этот момент в кабинет проводили фермера, которого он ждал, и, отложив книгу, он радушно встретил гостя. Они занялись делами. «Я прочитал твою книгу, Иви», — сказал он, когда они сели обедать. «Очень мило. Тебе, небось, в кругленькую сумму обошлось ее напечатать». «Нет, мне повезло. Я отправила ее издателю, и он ее принял». «На поэзии много не заработаешь, дорогая», — сказал он своим добродушным, бодрым голосом. «Да, я тоже так думаю». «Зачем к тебе утром приходил Беннек?» Беннек был тем самым арендатором, который прервал его чтение стихов Иви. Он просил меня дать ему взаймы денег на породистого быка, которого хочет купить. Он толковый мужик, и я склонен согласиться. Джордж Перегрин понял, что Иви не хочет говорить о своей книге, и был рад сменить тему. Он порадовался, что на титульном листе она указала свою девичью фамилию. Он не думал, что об этой книге вообще кто-нибудь когда-либо услышит, но он гордился своей редкой фамилией, и ему бы очень не хотелось, чтобы какой-нибудь проклятый газетный писака высмеял старания Иви в одной из статеек. В течение нескольких последующих недель он счел тактичным не задавать Иви никаких вопросов о ее пробе пера, и она сама никогда об этом не вспоминала. Это могло показаться неловким происшествием, о котором они молча согласились не упоминать. Но затем случилась странная вещь. Ему пришлось поехать в Лондон по делам, и он пригласил Дафну на ужин. Так звали девушку, с которой он привык проводить несколько приятных часов всякий раз, когда наезжал в город. «А, Джордж», — сказала она, — «это твоя жена написала книгу, о которой все только и говорят». «Что за чушь ты несешь?» — удивился он. «Ну, один мой знакомый работает критиком. Он пригласил меня на ужин на днях, и у него с собой была книга. Я спросила, есть ли у него что-нибудь почитать для меня, и спросила, что это такое. «А, я не думаю, что это в твоем вкусе», — ответил он, — «это стихи, я как раз пишу на них рецензию». «Стихи не для меня», — сказала я, а он говорит, это самое горячее чтиво из всего, что я когда-либо читал, расходится как горячие пирожки, и чертовски хорошо написано. «А кто автор книги?» — спросил Джордж. «Женщина по фамилии Хэмилтон. Мой друг сказал мне, что это не настоящая ее фамилия. Он сказал, что ее настоящая фамилия Перегрин». «Забавно», — сказала я знаю одного человека по фамилии Перегрин. «Полковник в отставке», — сказал он, — «живет недалеко от Шеффилда».
«Я бы предпочел, чтобы ты не болтала обо мне со своими друзьями», — сказал Джордж, нахмурившись от досады. «Не кипятись, дорогуша. За кого ты меня принимаешь?» «Я просто сказала, что это не тот самый Перегрин». Дафна захихикала. А мой друг добавил, говорят, он типичный полковник Блимп, ну, то есть ограниченный служака-ретроград. Джордж обладал острым чувством юмора. «Ты могла бы ответить им и получше», — рассмеялся он. «Если бы моя жена написала книгу, я бы узнал об этом первым, не так ли?» «Пожалуй, что так», — согласилась она. Как бы то ни было, эта тема ее не интересовала. Когда полковник заговорил о других вещах, она напрочь об этом забыла. Он тоже выбросил эту историю из головы. «Пустяки», — решил он, а тот глупый критик просто-напросто разыграл Дафну. Его забавляла сама мысль о том, как она взялась за эту книгу, наслушавшись, что это горячее чтиво, а обнаружила там всего лишь кучу чепухи, порезанной на неровные строчки. Он состоял в нескольких клубах и на следующий день решил пообедать в одном из них, на улице Сент-Джеймс. Рано утром или, точнее, в начале второго дня он должен был сесть на поезд обратно в Шеффилд. Он сидел в уютном кресле и пил бокал хереса перед тем, как пойти в обеденный зал, когда к нему подошел старый друг. «Ну, старина, как жизнь?» — спросил он. «Каково это — быть мужем знаменитости?» Джордж Перегрин посмотрел на друга. Ему показалось, что в его глазах промелькнула забавная искорка. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответил он. «Да брось ты, Джордж. Все знают, что Элизабет Кэтрин Хэмилтон — это твоя жена. Нечасто сборник стихов пользуется таким успехом. Послушай, Генри Дашвуд обедает со мной. Он очень хотел бы с тобой познакомиться». «Кто, черт возьми, такой этот Генри Дашвуд, и с какой стати он хочет со мной знакомиться?» «А, дорогой мой, чем ты только занимаешься у себя в деревне?» «Генри едва ли не лучший критик, который у нас есть. Он написал потрясающую рецензию на книгу Иви. Неужели она тебе ее не показала?» Прежде чем Джордж успел ответить, его друг подозвал какого-то человека. Это был высокий худой мужчина с высоким лбом, бородкой, длинным носом и сутулостью, как раз из тех людей, которым Джордж проникался неприязнью с первого взгляда. Их представили друг другу. Генри Дашвуд присел. «Скажите, а миссис Перегрин случайно сейчас не в Лондоне?» «Я бы очень хотел с ней встретиться», — сказал он. «Нет, моя жена не любит Лондон. Она предпочитает деревню», — сухо ответил Джордж. «Она написала мне очень милое письмо по поводу моей рецензии. Мне было приятно. Знаете, нам, критикам, чаще достаются тумаки, чем благодарность. Я был просто покорен ее книгой. Она такая свежая и оригинальная, очень современная, но без зауми. Она, кажется, одинаково непринужденно чувствует себя как в свободном стихе, так и в классических размерах». Затем, поскольку он был критиком, он посчитал нужным добавить долю критики. Иногда ее слух слегка подводит ее, но то же самое можно сказать и об Эмили Диккенсон. Несколько ее коротких лирических стихотворений вполне могли быть написаны Лендером. Все это было полнейшей тарабарщиной для Джорджа Перегрина. Этот человек был не более чем отвратительным заумным интеллектуалом. Но полковник обладал хорошими манерами и ответил с должной вежливостью. Генри Дашвуд продолжал так, словно полковник и не заговаривал. Но что делает книгу столь выдающейся, так это страсть, которая пульсирует в каждой строчке.
Очень многие из этих молодых поэтов такие анемичные, холодные, бескровные, скучно-интеллектуальные, а здесь перед нами настоящая, обнаженная земная страсть. Конечно, глубокие, искренние эмоции подобного рода трагичны. Ах, дорогой полковник, как прав был Гейне, когда сказал, что поэт создает маленькие песни из своих великих горестей. Знаете, время от времени, когда я читал и перечитывал эти душераздирающие страницы, я думал о Сапфо. Это было уже чересчур для Джорджа Перегрина, и он поднялся с места. Что ж, это чертовски любезно с вашей стороны, говорить такие приятные вещи о книжке моей жены. Уверен, она будет в восторге. Но мне пора бежать, нужно успеть на поезд, да и перекусить не мешало бы. Проклятый дурак, раздраженно проворчал он про себя, поднимаясь по лестнице в обеденный зал. Он вернулся домой как раз к ужину, и после того, как Иви легла спать, прошел в свой кабинет и стал искать ее книгу. Он подумал, что стоит еще разок взглянуть на нее, чтобы самому понять, из-за чего поднялся такой шум, но не смог ее найти. Иви, должно быть, унесла ее. «Глупость какая!» — пробормотал он. Он же сказал ей, что книга чертовски хороша. Чего еще можно ожидать от человека? Ну да ладно, неважно. Он раскурил трубку и читал журнал «Филд» до тех пор, пока его не потянуло в сон. Однако неделю или две спустя ему довелось поехать по делам в Шеффилд. Он обедал там в своем клубе. Он уже почти закончил, когда вошел герцог Хеверилл. Это был главный местный магнат и, конечно, полковник знал его, но лишь на уровне обычного приветствия. Поэтому он удивился, когда герцог остановился у его столика. «Нам так жаль, что ваша жена не смогла приехать к нам на выходные», — сказал он с некоторой робкой сердечностью. «Мы ждем довольно приятное общество». Джордж был застигнут врасплох. Он догадался, что Хевериллы приглашали его и Иви на выходные, а Иви, не сказав ему ни слова, отказалась. У него хватило присутствия духа ответить, что ему тоже очень жаль. «Что ж, повезет в следующий раз», — дружелюбно сказал герцог и пошел дальше. Полковник Перегрин был очень сердит и, когда приехал домой, заявил жене: «Послушай, что это за история с приглашением к Хевериллам? С какой стати ты ответила, что мы не можем поехать? Нас никогда раньше туда не звали, а там ведь лучшая охота во всем графстве». Я об этом не подумала. Я решила, что это только наведет на тебя скуку. Черт побери, ты могла бы по крайней мере спросить меня, хочу ли я поехать. Мне очень жаль. Он внимательно посмотрел на нее. В выражении ее лица было что-то такое, чего он не совсем понимал. Он нахмурился. «Надо полагать, меня-то вообще приглашали», — рявкнул он. Иви слегка покраснела. «Ну, честно говоря, нет, не приглашали. По-моему, это чертовски грубо с их стороны, приглашать тебя и не приглашать меня. Я полагаю, они подумали, что эта компания не твоего круга. Герцогиня довольно тепло относится к писателям и тому подобным людям, понимаешь? У нее будет гостить Генри Дашвуд, тот самый критик, и по какой-то причине он очень хочет со мной познакомиться. Это было чертовски мило с твоей стороны, отказаться, Иви. Это меньшее, что я могла сделать, улыбнулась она. Она на мгновение замешкалась. «Джордж, мои издатели хотят устроить для меня небольшой званый ужин в один из дней ближе к концу месяца. Конечно, они хотят, чтобы ты тоже пришел. А я не думаю, что это по моей части. Если хочешь, я поеду с тобой в Лондон. Найду с кем поужинать».
с Дафной. Я полагаю, это будет очень скучно, но для них это довольно важно. А на следующий день американский издатель, который взял мою книгу, устраивает коктейльную вечеринку в отеле «Клэридж». Мне бы хотелось, чтобы ты пришел туда, если ты не против. Звучит как несусветное скучище, но если ты действительно этого хочешь, я приду. Это было бы очень мило с твоей стороны. Джордж Перегрин был совершенно ошеломлен коктейльной вечеринкой. Народу было полно. Некоторые выглядели не так уж плохо, несколько женщин были прилично одеты, но мужчины казались ему довольно ужасными. Его представляли всем вокруг так: полковник Перегрин, муж Элизабет Кэтрин Хэмилтон, ну, вы понимаете. Мужчинам, похоже, нечего было ему сказать, зато женщины прямо-таки изливали восторг. Вы, должно быть, так гордитесь своей женой. Разве это не чудесно? Знаете, я прочитала всю книгу на одном дыхании, просто не могла оторваться, а когда закончила, начала снова с самого начала и перечитала ее второй раз от корки до корки. Я была просто в полном восторге. Английский издатель сказал ему: «У нас 20 лет не было такого успеха со сборником стихов. Я никогда не видел подобных рецензий». Американский издатель сказал ему: «Это потрясающе. В Америке книга станет ошеломительным хитом. Вот увидите». Американский издатель прислал Иве огромную ветку орхидей. «Чертовски глупо», — подумал Джордж. Когда они вошли, люди стали подходить к Иве, и было очевидно, что они говорили ей приятные вещи, которые она принимала с милой улыбкой и парой слов благодарности. Она слегка раскраснелась от волнения, но казалась совершенно спокойной. Хотя Джордж считал все это полной чушью и суетой, он с одобрением отметил, что его жена держится именно так, как надо. «Ну, одно можно сказать наверняка», — подумал он про себя, сразу видно, что она настоящая леди, а этого черта с два скажешь обо всех остальных, кто здесь собрался. Он выпил довольно много коктейлей. Но одна вещь не давала ему покоя. Ему казалось, что некоторые из людей, которым его представляли, смотрели на него как-то странно. Он не мог понять, что это значит, а один раз, когда он проходил мимо двух женщин, сидевших вместе на диване, у него возникло ощущение, что они говорят о нем, и, пройдя мимо, он был почти уверен, что они хихикнули. Он очень обрадовался, когда вечеринка подошла к концу. В такси по дороге обратно в отель Иви сказала ему: «Ты был великолепен, дорогой. Ты имел настоящий успех. Девушки от тебя просто в восторге, они нашли тебя таким красивым». «Девушки», — горько переспросил он. «Старые корги. Тебе было скучно, дорогой». «Смертельно». Она пожала его руку в знак сочувствия. «Надеюсь, ты не против, если мы подождем и поедем дневным поездом. У меня есть кое-какие дела утром». «Нет, все в порядке. Пойдешь за покупками». «Мне нужно купить одну или две вещи, но еще мне нужно съездить сфотографироваться». Терпеть не могу эту мысль, но они считают, что это необходимо. Для Америки, понимаешь. Он ничего не ответил. Но он думал. Он думал о том, каким потрясением для американской публики станет портрет этой невзрачной, высохшей женщины, которая была его женой. Он-то всегда пребывал в убеждении, что в Америке любят шик и очарование. Он продолжал размышлять об этом, и на следующее утро, когда Иви ушла, он отправился в свой клуб и поднялся в библиотеку. Там он просмотрел последние номера литературного приложения к «Таймс», журналов «New Statesman»
и «Спектейтор». Вскоре он нашел рецензии на книгу Иви. Он не стал читать их слишком внимательно, но этого хватило, чтобы понять, что они исключительно благосклонные. Затем он пошел в книжный магазин на Пикадилли, где время от времени покупал книги. Он твердо решил, что должен прочитать эту чертову книженцию Иви как следует, но ему не хотелось спрашивать ее, куда она дела тот экземпляр, который ему подарила. Он купит себе новый. Прежде чем войти, он заглянул в витрину, и первое, что он увидел, была выкладка книги «Когда рушатся пирамиды». Чертовски глупое название. Он вошел. К нему подошел молодой человек и спросил, может ли он чем-то помочь. «Нет, я просто осматриваюсь». Ему было неловко спрашивать про книгу Иви, и он подумал, что найдет ее сам, а потом отнесет продавцу. Но он нигде не мог ее увидеть и, наконец, обнаружив молодого человека рядом с собой, сказал нарочито небрежным тоном: «Кстати, у вас есть книга под названием «Когда рушатся пирамиды». Новое издание поступило сегодня утром. Я принесу вам экземпляр». Через мгновение молодой человек вернулся с книгой. Это был невысокий, довольно плотный юноша в очках и с копной растрепанных огненно-рыжих волос. Джордж Перегрин, высокий, подтянутый, с истинно военной выправкой, возвышался над ним. «Так это уже новое издание?» — спросил он. «Да, сэр». 5. Потому, как она расходится, ее можно принять за роман. Джордж Перегрин на секунду замешкался. «И почему, по-твоему, она имеет такой успех? Мне всегда говорили, что поэзию никто не читает». «Ну, она хороша, понимаете ли. Я и сам ее читал». У молодого человека, несмотря на его явную образованность, проскальзывал легкий лондонский простонародный акцент, и Джордж совершенно инстинктивно перешел на покровительственный тон. Людям нравится сам сюжет. Знаете, много эротики, но все заканчивается трагично. Джордж слегка нахмурился. Он пришел к выводу, что этот юнец довольно дерзок. Никто не говорил ему, что в этой чертовой книге есть какой-то сюжет, да и из рецензий он этого не вынес. Молодой человек продолжал. «Конечно, это лишь случайный взлет, если вы понимаете, о чем я. С моей точки зрения, она была вдохновлена чем-то вроде личного опыта, как Хаусман, когда писал сборник «Шропширский парень». Больше она никогда ничего не напишет». «Сколько стоит книга?» — холодно спросил Джордж, чтобы прекратить эту болтовню. «Можете не заворачивать, я просто положу ее в карман». Ноябрьское утро было сырым, и полковник был в пальто. На вокзале он купил вечерние газеты и журналы, и они с Иви с комфортом устроились в противоположных углах вагона первого класса и погрузились в чтение. В 5 часов они отправились в вагон-ресторан выпить чаю и немного поболтали. Поезд прибыл. Домой они поехали на машине, которая их дожидалась. Супруги приняли ванну, переоделись к ужину, а после ужина Иви, сославшись на крайнюю усталость, отправилась спать. Поцеловав его по привычке в лоб, она ушла. Тогда он вышел в холл, достал книгу Иви из кармана пальто и, пройдя в кабинет, принялся за чтение. Стихи давались ему не слишком легко, и хотя он читал внимательно, вникая в каждое слово, полученное впечатление было далеко не ясным. Тогда он начал с самого начала и перечитал книгу 2 раз. Он читал с нарастающим чувством неловкости, но он не был глупым человеком, и когда перевернул последнюю страницу, у него сложилось отчетливое понимание того, о чем вообще шла речь. Часть книги была написана свободным стихом, часть
классическими размерами, но история, которую она повествовала, была связной и понятной даже самому скудоумному человеку. Это был рассказ о страстном романе между замужней женщиной в летах и молодым человеком. Джордж Перегрин проследил все этапы этих отношений так же легко, как если бы решал задачу на простое сложение. Написанная от первого лица, книга начиналась с трепетного изумления женщины, чья молодость уже осталась позади, когда до нее дошло, что молодой человек в нее влюблен. Она долго не решалась в это поверить. Думала, что обманывает себя. И пришла в ужас, когда внезапно обнаружила, что сама страстно влюблена в него. Она твердила себе, что это нелепо, что при такой разнице в возрасте уступка чувствам принесет ей одни лишь несчастья. Она пыталась помешать ему высказаться, но настал день, когда он признался ей в любви и заставил ее открыться в ответ. Он умолял ее сбежать с ним. Но она не могла бросить мужа, свой дом, да и на какую жизнь они могли рассчитывать, она, стареющая женщина, и он, такой молодой. Как могла она надеяться, что его любовь продлится долго? Она молила его о пощаде. Но его страсть была неудержима. Он желал ее всем сердцем, и, наконец, дрожащая, испуганная и томимая желанием, она сдалась. Затем последовал период упоительного счастья. Мир, тусклый, будничный, повседневный мир, озарился божественным сиянием. Любовные песни так и лились из-под ее пера. Женщина боготворила молодое, мужественное тело своего возлюбленного. Джордж мрачно покраснел, когда дошел до строчек, где она восхваляла его широкую грудь и стройные бедра, красоту его ног и плоский живот. Горячее чтиво, как выразился приятель Дафны. Это уж точно. Отвратительно. Там были грустные маленькие вещицы, в которых она оплакивала пустоту своего существования, когда он покидал ее, как это неизбежно должно было случаться, но все они завершались возгласом о том, что любые страдания стоили того блаженства, которое на время стало ее уделом. Она писала о долгих, трепетных ночах, проведенных вместе, и об истоме, убаюкивавшей их в объятиях друг друга. Она писала о восторге коротких, украдкой похищенных мгновений, когда, презирая всякую опасность, страсть захлестывала их, и они отдавались ее зову. Она думала, что это интрижка на несколько недель, но, о чудо, все затянулось. В одном из стихотворений говорилось о 3 годах, которые прошли, не уменьшив любви, наполнявшей их сердце. Похоже, он продолжал настаивать на том, чтобы они уехали вместе, далеко-далеко, в какой-нибудь горный городок в Италии, на греческий остров или в окруженный стенами город в Тунисе, чтобы они могли быть неразлучны всегда. Ведь в другом стихотворении она молила его оставить все как есть. Их счастье было хрупким. Возможно, именно благодаря трудностям, с которыми им приходилось сталкиваться, и редкости их встреч, их любовь так долго сохраняла свой первоначальный пленительный пыл. А затем внезапно молодой человек умер. Как, когда и где именно, Джордж разобрать не смог. За этим следовал долгий, безутешный плач горькой скорби, которой она не могла открыто предаться, скорби, которую приходилось скрывать. Она должна была оставаться веселой, устраивать званые ужины и самой ходить в гости, вести себя точно так же, как всегда, хотя свет ее жизни угас, и она была согбена от невыносимой муки. Самым последним стихотворением были 4 короткие строфы, в которых писательница, печально смирившись со своей утратой, благодарила темные силы, правящие человеческой судьбой, за то, что ей было даровано право хотя бы ненадолго познать величайшее счастье, на какое только могут надеяться бедные человеческие существа. Было 3 часа ночи, когда Джордж Перегрин наконец отложил книгу. Ему казалось, что в каждой строчке он слышит голос Иви.
Снова и снова он натыкался на речевые обороты, которые не раз слышал от нее сам. Там были детали, которые были так же хорошо знакомы ему, как и ей. В этом не было никаких сомнений. Она рассказала свою собственную историю, и все было яснее ясного: у нее был любовник, и этот любовник умер. Он почувствовал даже не столько гнев, ужас или смятение, хотя он был и смягчен, и в ужасе, сколько изумление. Представить себе, что у Иви мог быть любовный роман, да еще и такой безумно страстный, было так же невозможно, как если бы чучело форели в стеклянной витрине над камином в его кабинете, лучшей рыбы, которую он когда-либо выловил, вдруг ни с того ни с сего завиляло хвостом. Теперь он понял значение того веселого взгляда, который заметил в глазах приятеля, с которым разговаривал в клубе. Понял, почему Дафна, рассказывая о книге, словно забавлялась какой-то тайной шуткой, и почему те две женщины на коктейльной вечеринке захихикали, когда он прошел мимо них. Его бросило в пот. Затем внезапно им овладела ярость, и он вскочил с места, чтобы пойти разбудить Иви и строго потребовать объяснений. Но у самой двери он остановился. В конце концов, какие у него доказательства? Книга. Он вспомнил, что сам же сказал Иви, будто книга чертовски хороша. Правда, он ее тогда не читал, но притворился, что прочитал. Он будет выглядеть полным дураком, если ему придется в этом признаться. Нужно действовать осмотрительно, пробормотал он. Он решил подождать 2 или 3 дня и все хорошенько обдумать. А уж потом решить, как поступить. Он лег в постель, но долго не мог уснуть. «Иви», — без конца повторял он про себя. «Иви, и надо же, именно она». На следующее утро они, как обычно, встретились за завтраком. Иви была точно такой же, как всегда, тихой, скромной и сдержанной. Женщина средних лет, которая не делала никаких попыток казаться моложе своих лет, женщина, в которой не было ни капли того, что он все еще называл изюминкой или шармом. Он посмотрел на нее так, как не смотрел уже много лет. Она сохраняла свое привычное безмятежное спокойствие. Ее светло-голубые глаза были безоблачны. На ее чистом челе не было ни малейших признаков вины. Она обронила те же мелкие, будничные замечания, что и всегда. Как приятно снова вернуться в деревню после этих 2 безумных дней в Лондоне. Чем ты собираешься заняться сегодня утром? Это было выше его понимания. 3 дня спустя он отправился к своему адвокату. Генри Блейн был не только юристом Джорджа, но и его старым другом. Его поместье находилось неподалеку от владений Перегрина, и долгие годы они охотились в угодьях друг друга. 2 дня в неделю он был деревенским джентльменом, а остальные 5 — сильно занятым адвокатом в Шеффилде. Это был высокий, крепкий мужчина с шумными манерами и веселым смехом, который всем своим видом показывал, что предпочитает, чтобы в нем видели прежде всего спортсмена и отличного парня, и лишь во вторую очередь юриста. Однако он был проницателен и умудрен житейским опытом. «Ну, Джордж, что привело тебя сюда сегодня?» — прогремел он, когда полковника провели в кабинет. «Хорошо провел время в Лондоне. Я собираюсь повезти свою благоверную туда на несколько дней на следующей неделе. Как поживает Иви?» «Я пришел к тебе как раз из-за Иви», — сказал Перегрин, бросив на него подозрительный взгляд. «Ты читал ее книгу?» Его чуткость обострилась за эти последние дни тревожных раздумий, и он заметил едва уловимую перемену в лице адвоката. Тот словно внезапно насторожился. «Да, я читал ее». «Огромный успех, не так ли?» «Надо же», Иви ударилась в поэзию.
Чудеса, да и только. Джордж Перегрин едва не вышел из себя. Из-за этого я выгляжу законченным дураком. А, что за глупости, Джордж? Нет ничего плохого в том, что Иви написала книгу. Ты должен чертовски гордиться ею. Не неси чушь. Это ее собственная история. Ты это знаешь, и все остальные это знают. Надо полагать, я единственный, кто не знает, кем был ее любовник. Существует же такая вещь, как воображение, старина. Нет никаких причин полагать, что все это не выдумка. Послушай, Генри, мы знаем друг друга всю жизнь. Мы вместе пережили столько хорошего. Будь со мной честен. Можешь ли ты посмотреть мне прямо в лицо и сказать, что веришь, будто эта история выдумана? Генри Блейн неспокойно заерзал в кресле. Его встревожила неподдельная боль в голосе старого друга. Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы. Спроси у Иви. Я не смею, ответил Джордж после мучительной паузы. Я боюсь, что она скажет мне правду. Повисло неловкое молчание. Кто был этот малый? Генри Блейн посмотрел ему прямо в глаза. Я не знаю, а если бы и знал, то не сказал бы тебе. Ах ты свинья! Разве ты не видишь, в каком я положении? Думаешь, это очень приятно, быть выставленным на посмешище? Адвокат закурил сигарету и несколько мгновений молча выпускал дым. «Я не вижу, чем могу тебе помочь», — сказал он наконец. «У тебя ведь есть частные детективы, которых ты нанимаешь по работе, надо полагать. Я хочу, чтобы ты поручил им это дело, пусть они все выяснят. Не очень-то красиво натравливать детективов на собственную жену, старина. И кроме того, если на мгновение допустить, что у Иви действительно был роман, это происходило много лет назад, и я не думаю, что сейчас возможно хоть что-то разузнать. Похоже, они очень тщательно замели следы. Мне все равно. Нанимай детективов. Я хочу знать правду. Я не стану этого делать, Джордж. Если ты твердо решил пойти на это, тебе лучше обратиться к кому-нибудь другому. И послушай, даже если ты получишь доказательства того, что Иви была тебе неверна, что ты будешь с ними делать? Ты будешь выглядеть довольно глупо, разводясь с женой из-за того, что она совершила прелюбодеяние 10 лет назад. По крайней мере, я смогу объясниться с ней на чистоту. Ты можешь сделать это и сейчас, но ты ведь не хуже меня знаешь, что если ты так поступишь, она уйдет от тебя. Ты этого хочешь. Джордж бросил на него несчастный взгляд. Я не знаю. Я всегда считал, что она была мне чертовски хорошей женой. Она безупречно ведет хозяйство, у нас никогда не бывает проблем со слугами, она сотворила чудеса с садом и великолепно ладит со всеми деревенскими жителями. Но, черт побери, я должен думать о собственном самоуважении. Как я могу продолжать жить с ней, зная, что она так грубо меня обманывала? А сам ты всегда был ей верен. Ну, более или менее, сам понимаешь. В конце концов, мы женаты уже почти 24 года, да и Иви никогда не была любительницей постельных утех. Адвокат слегка приподнял брови, но Джордж был слишком поглощен своими мыслями, чтобы это заметить. Я не отрицаю, что время от времени позволял себе немного развлечься. Мужчине это необходимо. Женщины устроены по-другому. У нас есть только мужские слова на этот счет, с легкой улыбкой заметил Генри Блейн. Иви — абсолютно последняя женщина, которую я заподозрил бы в том, что она пустится во все тяжкие, сказал Джордж.
Я имею в виду, она очень брезгливая, скрытная женщина. Что, скажи на милость, заставило ее написать эту проклятую книгу? Я полагаю, это было очень мучительное переживание, и, возможно, для нее стало облегчением выговориться и снять этот груз с души, ответил Блейн. Ну, а если ей так уж необходимо было написать ее, какого черта она не сделала этого под вымышленным именем? Она использовала свою девичью фамилию. Я полагаю, она думала, что этого достаточно, так оно и было бы, если бы книга не имела такого ошеломительного успеха. Джордж Перегрин и адвокат сидели друг против друга, разделенные письменным столом. Джордж, опершись локтем о стол и подперев щеку рукой, хмуро размышлял. Так паршиво не знать, что это был за малый. Нельзя даже сказать, был ли он хотя бы джентльменом. Я имею в виду, насколько я знаю, он мог быть батраком на ферме или клерком в адвокатской конторе. Генри Блейн не позволил себе улыбнуться. Когда он ответил, в его глазах светился добрый, терпимый взгляд. Зная Иви так хорошо, я думаю, велика вероятность, что он был вполне порядочным человеком. Во всяком случае, я уверен, что он не был клерком в моей конторе. Это стало для меня страшным ударом, вздохнул полковник. Я думал, она любит меня. Она не могла бы написать эту книгу, если бы не ненавидела меня. А, я в это не верю. Я не думаю, что она способна на ненависть. Ты ведь не собираешься утверждать, что она меня любит? Нет. Ну и что же она тогда ко мне чувствует? Генри Блейн откинулся на спинку своего вращающегося кресла и задумчиво посмотрел на Джорджа. Равнодушие, я бы сказал. Полковник слегка вздрогнул и покраснел. В конце концов, ты ведь тоже не влюблен в нее, не так ли? Джордж Перегрин не ответил прямо. Для меня было большим ударом то, что у нас нет детей, но я никогда не показывал ей, что считаю ее виноватой передо мной. Я всегда был добр к ней. В разумных пределах я старался исполнять свой долг по отношению к ней. Адвокат провел широкой ладонью по губам, чтобы скрыть дрогнувшую на губах улыбку. «Это стало для меня таким ужасным потрясением», — продолжал Перегрин. «Черт побери, даже 10 лет назад Иви была далеко не первой молодости, да и бог знает, внешностью она не блистала. Это так уродливо». Он глубоко вздохнул. «Что бы ты сделал на моем месте?» «Ничего». Джордж Перегрин выпрямился в струнку на своем стуле и посмотрел на Генри с тем суровым, застывшим лицом, с каким он, должно быть, инспектировал свой полк. Я не могу закрывать глаза на подобные вещи. Меня выставили на посмешище. Я больше никогда не смогу ходить с высоко поднятой головой. «Чепуха», — резко сказал адвокат, а затем продолжил в приятной, дружеской манере. «Послушай, старина, тот человек мертв, все это произошло давным-давно. Забудь об этом. Разговаривай с людьми о книге Иви, восторгайся ей, говори им, как ты ею гордишься. Веди себя так, словно ты настолько уверен в ней, что точно знаешь, она никогда не смогла бы изменить тебе. Мир движется так быстро, а у людей такая короткая память. Они все забудут. Я не забуду. Вы оба уже не молодые люди. Она, вероятно, делает для тебя гораздо больше, чем ты думаешь, и без нее ты был бы страшно одинок. Я не думаю, что это беда, если ты не забудешь. Будет даже к лучшему, если ты наконец вобьешь в свою упрямую голову, что Виви скрыто гораздо больше, чем у тебя когда-либо хватало ума заметить. Черт побери, ты говоришь так, будто виноват во всем я.
Нет, я не думаю, что виноват был ты, но я не так уж уверен, что виновата была Иви. Я не думаю, что она сама хотела влюбиться в этого мальчишку. Ты помнишь те стихи в самом конце? У меня сложилось впечатление, что, хотя она и была раздавлена его смертью, в глубине души она, как ни странно, приняла ее с облегчением. На протяжении всего этого времени она осознавала хрупкость уз, связывавших их. Он умер в самом расцвете своей первой любви и так и не узнал, что любовь так редко бывает вечной. Он познал лишь ее блаженство и красоту. В своей собственной горькой скорби она находила утешение в мысли, что он был избавлен от всяких разочарований. Все это немного выше моего понимания, старина. Но я более или менее улавливаю, что ты имеешь в виду. Джордж Перегрин несчастным взглядом уставился на чернильницу на столе. Он молчал, а адвокат смотрел на него с любопытством, но в то же время сочувствием. Ты хоть понимаешь, какое мужество она должна была иметь, чтобы ни одним знаком не показать, как она была глубоко несчастна, мягко произнес он. Полковник Перегрин вздохнул. Я сломлен. Полагаю, ты прав, снявши голову, по волосам не плачут, и станет только хуже, если я подниму шум. Ну так что же? Джордж Перегрин выдавил жалобную улыбку. Я последую твоему совету. Я ничего не стану делать. Пусть считают меня законченным дураком, черт с ними. По правде говоря, я не знаю, что бы я делал без Иви. Но вот что я тебе скажу, есть одна вещь, которую я не пойму до самого смертного дня, что, во имя всех святых, этот малый вообще в ней нашел.